Разноцветные упаковки с удобрениями в садовом магазине так и манят, обещая пышное цветение и богатый урожай. Но постойте, прежде чем покупать очередную бутылку с химикатами, давайте рассмотрим другой подход. Природа сама дает растениям все необходимое для роста. Может быть, стоит использовать эти природные ресурсы и отказаться от магазинных удобрений. Многие садоводы уже переходят на самодельные органические растворы, чтобы питать свои растения и почву, избегая агрессивных химикатов, которые могут навредить полезным насекомым и окружающей среде. Переход на натуральные удобрения может быть очень полезным. Это укрепляет связь с природными циклами, развивает находчивость и снижает нашу зависимость от промышленных продуктов. Такой подход к садоводству более экологичен и устойчив. Но могут ли самодельные удобрения по-настоящему конкурировать с удобством и эффективностью покупных аналогов? Давайте погрузимся в мир удобрений и узнаем. Магазинные удобрения, безусловно, имеют свои преимущества. Они содержат точно рассчитанное соотношение основных питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий, знаменитая тройка НПК. Эти питательные вещества представлены в легкоусвояемой форме, что позволяет растениям быстро их поглощать. Результат – быстрый рост и видимый эффект, зачастую в короткие сроки. Это особенно привлекательно для садоводов, которые хотят быстро подкормить свои растения. Еще одно преимущество – удобство. Эти удобрения выпускаются в различных формах – гранулы, жидкости, гранулы с пролонгированным действием. Это делает их применение простым и аккуратным. Садоводы могут выбрать метод, который наилучшим образом соответствует их потребностям и особенностям растений. Однако удобство и эффективность покупных удобрений имеют свою цену. Нужно смотреть дальше обещаний пышной зелени и ярких цветов. Есть ли у этих химических смесей скрытые недостатки? Несмотря на свою эффективность, синтетические удобрения имеют потенциальные недостатки. Один из них – воздействие на здоровье почвы. Чрезмерное использование таких удобрений может нарушить хрупкий баланс почвенной экосистемы. В них зачастую отсутствуют микроэлементы и полезные микроорганизмы, содержащиеся в органических веществах. Со временем это может привести к истощению питательных веществ и снижению плодородия почвы. Как ни парадоксально, это делает растения еще более зависимыми от синтетических удобрений. Другой важный аспект – воздействие на окружающую среду. Производство синтетических удобрений – энергоемкий процесс. Стоки из садов могут переносить избыток питательных веществ в водоемы, вызывая цветение водорослей и нанося вред водной флоре и фауне. Кроме того, некоторые синтетические удобрения содержат химические вещества, которые могут накапливаться в почве и потенциально попадать в пищевую цепь, вызывая опасения по поводу долгосрочных последствий для здоровья. Понимая потенциальные недостатки синтетических удобрений, мы можем делать осознанный выбор и искать альтернативные методы питания наших садов без ущерба для здоровья нашей планеты. Природа предлагает целый клад ингредиентов, которые могут питать ваш сад без использования агрессивных химикатов. Эти самодельные удобрения бережно относятся к окружающей среде и поддерживают здоровую жизнь почвы. Одно из самых простых и эффективных самодельных удобрений – компост. Богатый питательными веществами и полезными микроорганизмами, компост улучшает структуру почвы, усиливает дренаж и обеспечивает медленное и постоянное поступление питательных веществ к корням растений. Другой легкодоступный ресурс – скошенная трава. Оставленная на газоне в качестве мульчи, она разлагается и высвобождает азот в почву, действуя как натуральное удобрение. Кухонные отходы, такие как банановая кожура, яичная скорлупа и кофейная гуща, также богаты питательными веществами, которые так нравятся растениям. Используя эти природные ресурсы, вы можете создать замкнутую систему в своем саду, уменьшая количество отходов и минимизируя воздействие на окружающую среду. Раскрываем потенциал дрожжей для роста растений. Дрожжи – неожиданное, но мощное дополнение к вашему садовому арсеналу. Этот обычный кулинарный ингредиент кишит полезными микроорганизмами и питательными веществами, которые могут стимулировать рост растений и повышать плодородие почвы. Дрожжи содержат цитокинины – гормоны, способствующие делению клеток и развитию корней. Эти гормоны имеют решающее значение для здорового роста растений, особенно на ранних стадиях развития. Для приготовления дрожжевого удобрения просто растворите 1 пакетик активных сухих дрожжей в 2 литрах теплой воды. Дайте смеси настояться несколько часов, чтобы дрожжи активировались. Затем разведите раствор еще 8 литрами воды и используйте его для полива растений.
Микроорганизмы в дрожжах помогут разложить органические вещества в почве, делая питательные вещества более доступными для растений. Дрожжи также повышают активность полезных бактерий в почве, еще больше увеличивая ее плодородие. Из пепла возродится. Используем богатую питательными веществами древесную золу. Древесная зола – побочный продукт сжигания древесины, ценный источник питательных веществ для вашего сада. Богатая калием, фосфором и микроэлементами, древесная зола может стать отличным дополнением к вашей компостной куче или использоваться в качестве прямого удобрения почвы. Перед использованием древесной золы важно убедиться, что она получена из необработанной древесины. Зола от обработанной древесины или окрашенного дерева может содержать вредные химические вещества, которые могут попасть в почву. Посыпьте тонким слоем древесной золы землю вокруг основания ваших растений, избегая прямого контакта со стеблями. Питательные вещества из золы будут постепенно проникать в почву, обеспечивая мягкое и длительное питание. Древесная зола также помогает повысить pH кислых почв, что полезно для растений, предпочитающих слабощелочные условия. Однако важно проверить pH вашей почвы перед применением древесной золы, чтобы избежать чрезмерного подщелачивания. Используем банановую кожуру для повышения уровня калия. Не выбрасывайте банановую кожуру в мусор. Эти, казалось бы, незначительные кухонные отходы. Настоящий клад калия, важнейшего питательного вещества для роста растений и плодоношения. Калий играет жизненно важную роль в фотосинтезе, регулировании водного баланса и устойчивости к болезни. Банановая кожура – натуральный и легкодоступный источник этого необходимого питательного вещества. Есть несколько способов использовать банановую кожуру в вашем саду. Вы можете нарезать ее на мелкие кусочки и закопать в землю вокруг растений. По мере разложения кожура будет медленно выделять калий и другие питательные вещества в окружающую почву. Другой способ – приготовить банановый чай. Замочите нарезанную банановую кожуру в воде на несколько дней, затем процедите жидкость и используйте ее для полива растений. Этот метод обеспечивает более быстрое высвобождение питательных веществ по сравнению с закапыванием кожуры непосредственно в почву. Готовим питательное удобрение из жгучей крапивы. Крапива, которую часто считают сорняком, на самом деле является кладезем питательных веществ. Эти колючие растения богаты азотом, калием, железом и другими микроэлементами, что делает их отличным натуральным удобрением для вашего сада. Чтобы приготовить крапивное удобрение, просто соберите большой пучок крапивы, надев перчатки, чтобы защитить руки от ее жжения. Крупно нарежьте крапиву и поместите ее в большое ведро или контейнер. Залейте крапиву водой и дайте ей настояться в течение нескольких недель, периодически помешивая. По мере разложения крапива будет выделять свои питательные вещества в воду, создавая мощное жидкое удобрение. Когда процесс ферментации завершится, процедите жидкость и разведите ее водой в соотношении 1 к 10, прежде чем применять ее для полива растений. Крапивное удобрение особенно полезно для листовой зелени помидоров и перцев. Превращаем картофельную кожуру в садовое золото. Картофельная кожура, которую часто выбрасывают как кухонные отходы, является ценным источником питательных веществ для вашего сада. Богатая калием, фосфором и другими важными минералами, картофельная кожура может принести значительную пользу вашим растениям. Один из способов использовать картофельную кожуру – приготовить питательный чай. Просто вскипятите кастрюлю с водой и добавьте горсть картофельной кожуры. Дайте кожуре покипеть около 30 минут, затем процедите жидкость и дайте ей остыть. Поливайте свои растения этим питательным чаем каждые несколько недель. Другой способ – высушить картофельную кожуру и измельчить ее в порошок. Этот порошок можно рассыпать вокруг основания ваших растений в качестве удобрения с медленным высвобождением. Питательные вещества из кожуры будут постепенно проникать в почву, обеспечивая постоянное питание. Помните, что ключ к успешному садоводству – часто сочетание разных подходов. Хотя самодельные удобрения предлагают естественный и устойчивый способ питания ваших растений, могут быть случаи, когда дополнительное использование покупных удобрений будет полезным. Экспериментируйте с различными методами и наблюдайте, что лучше всего подходит для вашего сада. И не забудьте поделиться своими собственными садоводческими советами и хитростями в комментариях ниже.